Вот она стоит совсем одна на светофоре. Ждет, когда загорится зеленый сигнал. Держит такую безопасную дистанцию, я бы сказал, впереди стоящей машиной. Обвешана кучей камер. Сверху у него какая-то штука вращается. Камеры, камеры, камеры. Очень их много. Сейчас поснимаю ее, как она едет. Друзья, находясь в Лос-Анджелесе, и сейчас пользуюсь такой возможностью, когда эти новые технологии только-только зарождаются, я вызвал себе такси, никогда еще раньше на нем не ездил, и мне очень интересно это попробовать. В общем, я считаю, что это просто новая технология, как когда-то появлялся интернет. Возможно, это даже круче. Вот смотрите, как раз она остановилась на той стороне. В общем, друзья, это мое такси. Полностью обшитое камерами. Куда можно сесть? Да можно сесть и на водительское сиденье. Но я сяду на пассажирское. Так, почему не открывается дверь? Дверь не открывалась, потому что в приложении нужно было нажать Unlock. Разблокировать. Итак, как видите, это моя машина. Я нажимаю начать поездку. Start ride. Hello from Waymo. As we get going, just give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience. Видите, я не пристегнутый, но она меня везет. Пока. Is the same as always. Я думаю, что в целях безопасности можно было бы обязывать пассажира пристегиваться. Все-таки это автопилотная машина. Итак, я пристегнулся. All the driving, so please don't touch the steering wheel or pedals during your ride. We may use interior cameras, check on riders, improve our products, and more. В общем, она говорит, что не трогайте руль, не трогайте педали, мы сами все сделаем. Мы можем разговаривать с поддержкой через микрофон здесь или через приложение. Как бы да, выйти из машины есть всегда возможность, что хорошо. Написано, что я приеду через 26 минут. Итак, вы знаете, я уже наблюдал за этими машинами довольно много, как они ездят, поэтому в этом плане я чувствую себя довольно безопасно. Я знаю, что они ездят аккуратнее даже многих водителей, я бы сказал. Ну ладно, сзади показывать неинтересно, что мы можем сделать. Record, то есть здесь есть камера. Можем, соответственно, настроить музыку. По умолчанию здесь уже играет такая ambience music, музыка на заднем плане, потому что в приложении в настройках я такое выбрал. Вы можете подключить свою музыку, играть ее, либо там выбрать разные радиостанции в приложении заранее.
Давайте посмотрим. Опять же, всегда можно нажать, чтобы машина припарковалась. Написано pull over. Такие вот технологии. Люди по-прежнему удивляются, потому что на самом деле такие машины появились только в нескольких городах Америки. Насколько я знаю, это только в Фениксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. И их еще пока достаточно мало. Не у каждого есть это приложение. Поэтому, конечно, люди удивляются таким технологиям. Как так? Машина едет сама. Видите, как аккуратно мы едем. Честно сказать, я сейчас себя чувствую в полной безопасности. Почему-то я доверяю этой машине. Возможно, потому что она замечает на дороге гораздо больше, чем иногда мы с вами. Заметьте, что температура в Цельсиях. Что очень приятно. И, кстати, конечно, я думаю, что задача автопилотных машин в том, чтобы сделать такси более доступным, потому что не нужно платить зарплату водителя. И действительно, несмотря на то, что эти технологии только появились, и это комфортная машина Jaguar, которая комфортнее, чем многие Uber или Lyft, которые здесь ездят, поездка сейчас стоила меньше, чем Uber и Lyft. Я сравнивал где-то 36-40 долларов стоила поездка на Uber или Lyft на этом такси Waymo. Мы практически приехали, и она напоминает мне, чтобы я не забывал свои ключи. Ага, потом она говорит, что как только машина припаркуется, нужно дважды дернуть ручку. Первое дергание, так скажем, откроет двери, второе же разблокирует замки, а второе уже откроет двери. Поворачиваем налево. Интересно, как мы повернем на моргающий зеленый, ну, в смысле, на моргающий, на желтый сигнал. Или мы уже будем ждать следующего светофора. Потому что загорелся красный. Вот видите, она не повернула. Конечно, будь я сейчас за рулем, я бы повернул. Потому что в Америке всегда между тем, как загорается здесь красный, а на другом перекрестке загорается зеленый, есть несколько секунд. И на красный водители здесь очень часто поворачивают. Вот видите, здесь видно, что идет папа с дочкой. Вот они только что перешли дорогу. Вон они. То есть, единственное, что самокат не показан на карте. А во всем остальном все очень четко передается. И вообще я еду в церковь Преображения, район Литл Армения, маленькая Армения. Сегодня праздник Казанской иконы Божьей Матери. Но вот в саму церковь эта машина не может подъехать, потому что вот за пределами этой улицы еще нету зоны покрытия этого приложения. То есть мне нужно было выбрать адрес где-то вот на этой улице. Она не везде может ездить. Пока что. Итак, мы припарковались. Открываю. Все. Спасибо за поездку, водитель. Это было великолепно. Ну что, я понимаю, конечно, что однажды мы привыкнем ко всем этим технологиям, и это нам не будет казаться чем-то особенным, а повседневным, как сейчас мы выходим в интернет, пользуемся айфонами и прочими технологиями, доступными нам на сегодняшний день. Но вот это вот пока что для меня очень необычно, и я сейчас с такими эмоциями, как будто я, не знаю, прокатился на аттракционе каком-то очень классном, а по-моему даже еще лучше. В общем, спасибо за просмотр, до новых встреч.